А это the communication tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в position number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Как выясняется, Париж не только мечта всех влюбленных романтиков и столица Франции по совместительству. А Канны, что удивительно, вовсе не обязательно место проведения знаменитого Каннского международного кинофестиваля. Да и в Орлеане, вот уж странно, почти никто не слышал про подвиг орлеанской девы Жанны д'Арк. 3 небольших села с громкими заграничными названиями можно, пусть и не без труда, отыскать на современной карте Алтайского края. Париж, Канны и Орлеан. Наводнение было в этом году. Люди остались без картошки. Да. Я вышла на улицу, наверное, утром. Половина огорода было в воде. Да еще не до Все этого. везде было затоплено. Вот это луг, и вот так пошло. И до самого половины огорода. И вот она, сколько дней она держалась, вода? Да день-два. Где-то дня 2 или 3 она держалась, потом начала спадать, и кого? Все смыло. Если начнешь куда звонить. А вы откуда? Я говорю, из поселка Чарышского. А, из Парижа. Сразу знаю. Сразу. Не Чарышский, а Париж сразу говорят. По рассказам, тут, по-моему, была коммуна, это... Парижская коммуна. Коммуна была. Ну, туда Бризон ловили и это, ну, устраивали. Может, за это они и пошла в Париж. Я даже не знаю. Так я слыхал. Здесь я начала работать почтой носила. 16 лет проработала почтальонкой. А сейчас с хозяйством занимаюсь. Коров там мы держим, вот молоко сдаем. Надо заколю. На бойню. На бойню сдаем. Еще не жалуемся, Да мы не живем. жалуемся. Ради скотины и живем. Ой, Иди. надо. Ты тихо. Потом ко мне прибавь. Иди!
Я занята. Да, Щарыш изменился. Рыбы мало. Выловили все. Не вода во весь Щарыш, как забузуют. Где ж она будет, рыба? Вот тебе, пожалуйста. А весной вот прям ко двору подходила вода. Все смыло, нет ничего. Немножко там осталось на бугорку. Ну, вон картошка, помидоры, а больше еще надо. Жизнь тяжелая, неужели легкая? Да один живу, плохо, вот как, скучно. Работал я механизатором всю жизнь. Сколько, 46 лет я работал. И сеял, и пахал, и убирал. Сутками работали. От солнца и до солнца. Жили нормально. Детей 3 воспитали. 6 внуков и 8 правнуков. Вспоминаю почему-то все время бабушку свою. И помню бабушку только, дедушку я не помню. Ульяна Степановна, это вот ее, она уже вышла замуж за моего дедушку Акимова. И вот, значит, 10 воспитавшие, родившие и воспитавшие 10 детей. И почетное звание мать-героиня. Ля Сен, река Сена. И все мосты, их 358, если не знаю. Не могла я бросить это все. Не могла, вот просто как бывает, уехал и забыл. У меня такого не было. Я готова и живу сейчас на 2 дома, то есть это Барнаул и здесь. Закончила, да, ИНЯС. Хотелось французский именно язык, я не знаю, может быть, воздух поспособствовал. Во многих странах мира уже была, а вот в Париж никак, видимо, потому что на потом откладываю. Да здесь все было. Здесь и базы было много, и люди работали, и людей было много здесь. Ну, Париж был большой, Побольше. побольше было. Клуб был, раньше здесь кино показывали, я вот помню хорошо. Здесь работали, и завклуб был, и кто он там, кино-то показывает. Ну, киномеханик. Киномеханик, но и танцы были, все здесь было, да. Село гудело в том плане, что вот все это работало, да, здесь было же и много механизаторов было, и, значит, и кузница работала, и столовая была, ток, там столько машин было, столько зерна было. И люди работали, и жили нормально, весело, и как бы у всех был средний достаток, и всем всего хватало. Вот когда я работал, была жизнь неплохая. И лекции приедут, посчитают, и какие-то порядки были, как порядки. 800 голов коров было дойных, а всего 1200 было скота. Посевная площадь была 4200, 4200 гектар. Все заброшено.
Вот почему-то у меня муж, он четко эту границу видел и понимал. У меня почему-то это все размыто было. А вот он точно границу переводил тогда, когда действительно все разрушилось. Ну, так же, как вся страна поменялась, да, так и в деревне. Но здесь это оказалось намного глубже, потому что здесь уже другую работу не найдешь, потому что только здесь. А если, значит, нет зарплаты, не на что содержать семью, то это вообще, мне кажется, крах, потому что больше ты никуда на работу не пойдешь. Нормально жили. Нормально, работал. Работала еще, все совхоз был. Он на тракторе работал, на комбайне работал. Ну, так, мне задло давали, все было, и давали чем. То вот отходы давал, то там давали продукты, давали, то мед, то масло, то там мясо давали. Мясо, то сено бывает, дают. Да, то сеном давали, да, в те года. А сейчас все. Пока Да. совхоз не распался, и все, и тут заглохло. В 80-й уже, на конце 80-й она уже стала распадаться. Ну, уже совхоз не стали платить зарплату и потихоньку разъезжали, то куда, кто смогли. Какие разъезжались, какие умирали, Ну, потравились, было. померли молодые, померли, ну. Да, и так из петлю залазили. И в петлю от пьянки От залазили. дурости. Да. Молодежь-то есть, так что маленько. Неважная. Пили, вот у нас, вот, прошлый год, нет, позапрошлый год. 6 человек задавилось за год. Паленку пьют эту, а потом пить нечего, они что делают? Душатся. Да, мы жили лучше при коммунистах. А сейчас хоть пей год, хоть два, тебе никто ничего не скажет, на работу не пошлет. Да, вот коммунизм, да. Да, точно. было лучше. Не знаю. Может, было это... Как-то, знаете, может, и цены низкие были. Цены были, Раньше, и- видите, пенсия была маленькая, получали люди. Ну, там зарплату давали. А цены низкие были. А сейчас пенсии не хватает. Может, на они, продукты, да, на эти. держали строго. Ну, держали тут. Раньше как-то на потолок. ковер вызывали, как там называется, на кабинет. Под- Вот за этого. это, как-то под талоны давали продукты раньше, если вот на магазин. Талоны были. Все дешево было как-то раньше, а сейчас... Удостоверение. Вот. За труд давали. Передовик. Вон почетных грамот там куча. И деньгами давали неплохо. И ватеты давали. Чувствуешь, что что-то относится. Директор, профсоюз. Жили лучше мы. Это любой, кажется, нас в моем возрасте скажет.
На работу ехали с песнями бабы, вот коров доить. И оттуда едут с песнями. А сейчас никто не запоет. Вот какая жизнь. Сначала муж занялся бизнесом. Фермерское хозяйство, то есть дойное стадо, поля. Если думали, что вот если он, допустим, приехал сюда, все украдет, все заберет и все увезет. Но потом поняли, что человек действительно что-то делает, что-то пытается организовать, чтобы работало. Пока я не вижу такого вот как бы вот рвения что-то восстанавливать, что-то делать, кроме, как вы говорите, зависти и такого вот отношения, что моя хата с краю. Все списывают на то, что да, безысходность, да, я не могу никуда поехать, потому что у меня денег нет, я не могу заработать, потому что работы нет. Ну, я считаю, что это самообман, да. Дом без сада — это не дом. Сейчас-то какой-то вот такой, да, межсезонье, когда еще, допустим, нет тех красок осенних, да, вот именно конец августа, да, вот конец сентября мне очень нравится, потому что цветут еще какие-то растения. Но весна здесь вообще потрясающая. Вот мне так нравится, я иной раз в городе. Сейчас вот Я еще и просверу сейчас вот здесь базу у нас открыл. Люди начали работать у него тоже. Есть такие, завидуют. Ага. А? Половина Парижа? Угу. Ну зачем он здесь построил дом? Зачем он сюда приехал? Зачем он здесь открыл ферму? Зачем людей тут? А это не что? Типа ты на эфире. Это знаю это. Зависть просто берут у людей. Половину Алтайского края захватил. Он накупил техники. Он много-много миллионов должен был. Его все забрали. Сейчас он старья набрал опять. Его хотели посадить, потом что-то не посадили. Он платить не платит людям. Как вы говорите? Тогда платили при коммунистах. Каждый месяц и аванс сдавали. Вот какая жизнь устроена. На его работе. А что ж они будут работать, если он не платит? У всех свое мнение. То есть, и пока когда этого даже дома не было, стоял просто вот этот скромный, у многих, у всех практически такие дома. И этот дом был скромный. Все равно же люди мимо проходили и говорили: вот вы кулаки тут живете. А почему кулаки? Где-то вот, допустим, и для села что-то мы делаем, собираемся восстанавливать помещение для скота, чтобы его поставить. Значит, собираемся восстановить ремонтную мастерскую. Либо едешь мимо села и видишь, что там разруха, либо что-то делается. Да, все равно это позитивно уже. Люди поймут, и, может быть, отношение изменится. Раньше две коровы раскулачивали или три. А сейчас что? У них миллиарды уже лежат. Мне прибавили 4000. А так я 10 получал. Потом что мне еще добавили там? Хватает. Если бы не дети. Дочь здесь живет. Дай, папку, денег. Достал 5000, отдал.
Курить дед покупай, а папиросы дорогие. Раз не платят. Что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. Но он, Путин-то, как-то выступал, я слушал. Вернуться к старому руслу мы вернемся. Только не сейчас. Вот когда дом появился здесь, вот начали мы строить, да, и люди сначала не верили, но потом я начала замечать, что каждый начал тоже свой дом облагораживать. Не то, что вот это вот там куча навоза около дома будут лежать, а пусть это будет цветник какой-нибудь, пусть это будут совершенно там ромашки какие-нибудь. Хотя до этого стояло, никому ничего не надо было, все думали, что вот все. А тут вот какое-то вот может быть действительно... Ну вот они же дом строят, да, допустим, ну и почему бы мне этого не сделать, потому что, ну вроде бы тогда и ничего, тут и дальше будем жить. У нас сейчас семейные планы, ремонт у нас идет в доме. Вот так. Ремонтом занимаемся. В середине сентября мы переедем. Сейчас по снег. И снега доделать весь колонку. Там уже быстрее пойдет дела. К осени должны переехать. Что там еще? А французов я не видела. Нет, даже не Не приезжать. приходилось. Так, такой человек, такой, это, по-французски разговаривает. Обыкновенный человек, наверное. Белый человек, да? У меня было их здесь очень много, но вот это самые стойкие, которые остались. Я думаю, с ними дальше работать. И уже у меня есть опыт какой-то, уже больше. Но здесь это будет полностью розы у меня в дальнейшем. Депутаты считают, что к проблеме исчезающих деревень следует подходить с комплексной точки зрения, принимая во внимание такие сопутствующие аспекты, как разрушение традиционного культурного ландшафта, оскудение природного разнообразия и трансформацию исторической памяти. Необходимо изыскать возможности сокращения негативных последствий посредством постоянного культурно-экологического мониторинга и целенаправленного сохранения. На все село, но если Синтию считать и вот маленьких Артур, Сергей и Синтия, да? В школу 2 человека, вот наш Сергей и вот еще Артур Демура. Всё. Молоко когда сдаем, то смеемся лето, это у нас сход граждан. Кажется, нас мало, и то все равно это очень, очень больно. В этих заботах каких-то семейных как-то на улицу некогда выйти. Даже вот, ну, скот загнали и все.
А вот в выходные, когда, например, ну, к друзьям идем, по деревне все равно страшно идти. Ну, наверное, стали самые-самые, я так думаю, патриоты. Дедушка и бабушка мои именно по папиной линии, они в Сереброполе именно вот в 41-м году их из Поволжья выселили. Там они в Сереброполе познакомились. Я говорю, с одной стороны, ну, хорошо, что они познакомились, да, или плохо, что война была, и с другой стороны, я появилась на свет, потому что если бы не было войны, да, не было бы репрессий, не было переселения, и дед с бабой бы, может быть, и не встретились, не было бы папы, и нас бы, может быть, не было. Поэтому... Ну, здесь тоже переселенцы. И вот здесь тоже. Все в основном были немецкие. Все немцы, все. Полностью немецкие. Да, вот Сашина семья, вот мать, отец, вот и с братьями, одни были русские, русская семья. В 88 году мы с Сашей поженились, и в 89-м, закончив училище, я приехала сюда, в Каны, уже работать, и ну, по сей день работаю учителем, хотя когда закрыли нашу малокомплектную кановскую школу, так получилось, что меня перевели в Романовскую, Большеромановскую среднюю школу. Там предложили учителем русского и литературы. Тема урока сочинения. По картине Пластова «Лето», поэтому название запишем «Лето». В 71 году мы приехали сюда. Ну, с 80-го года работаем организатором, потом фермером, потом переработным. Ну, раньше как вот радость была, дом построить, когда новый. Это все, вот вся село радовалось. Техника, когда новая поступала, тут же трактор, комбайн на деревне. Это была радость. Вот новый клуб, новый магазин, когда поставили. Я не скажу, что было много цветов. Ну, как-то в то время не совсем, может быть, это модно было, но были хозяйки, у которых прям все было в цветах. Очень аккуратно, чистое село. Утром скот выгоняют, все хозяйки метут улицу. Это было каждый день. Весной кто-то первый дом побелил, Всё. несколько дней все, вся деревня побелена. Вот так всегда было. И работящие все были. Вместе собирались. Масленица очень всегда шумно, весело проходила. И тройки запрягали, катались, и чучело жгли, и блины пекли, и пироги, все было. И соревнования там проводили. Что уборка заканчивалась, тоже обязательно это в клубе собирались. Мне кажется, вот Каны, они как большая семья была. Вот были теплые такие отношения. Соседи замечательные были, отзывчивые. Если, не дай бог, что-то у тебя случилось, то помогут те.
Независимо от того, русский ты, немец там или кто. В общем, и в праздник, и на работу все вместе. Конечно, плохо, что теперь мы одни, мало нас. Ну как в стране вот поменялась политика, человек. 90-е Как годы, с когда стали все. 92-й, 93-й, Всем было вот тяжело. отток пошел в Германию, и все. Дали добро, что можно выехать. Потянулись Многие люди. на воссоединение с родственниками. Ну, вот так кто-то, писали кто все, первый, вот, да. А как совхоз закрылся, всю ферму убрали, работы не стало. Ну, осталась школа, клуб, но всех туда не поместишь. В общем, люди стали потихоньку разъезжаться. Клуб закрыли в прошлом году, то есть еще держали до последнего, а школа в 2009. У меня было 2 ученика всего. Сказали, нерентабельно. Отапливать это надо, ее содержать весь год и на зарплату. И нас, как нам сказали, законсервировали. Детаксофон – это клуб, а от школы ровное место. Как-то все вместе и совпало, как говорят. И совхоз тоже. Оказался не в том месте и не в то время, да. Вот. Может быть, где-то и сами люди в чем-то виноваты. Тоже нельзя списывать это со счетов, потому что было такое, что некому, помнишь, когда ты был управляющим, было такое, что люди, одно время не хотели работать. И Германия тоже вот этот отток. Было бы сейчас людям куда уехать, на что уехать. Наверное, бы уехали в основном все. Просто некуда ехать, незачем. Конечно, если уедешь где-то дом купить, то уже работу найти. А с работы сейчас. Сколько было здоровья, он сам, вот когда он был фермером, он сам свои земли обрабатывал, и люди ему сдавали, вот именно, еще когда побольше здесь было. Потом, так получилось, что отдали мы теперь свои земли. Руки не надо опускать, и все. Как можем. Пытаемся где-то даже собственными силами немножко порядок навести в Канах, чтобы как-то хотя бы поддержать. Где-то там тот же субботничек соберем, сделаем, мусор уберем. Ну что ж, раз мы тут остались, куда деваться? Пытаемся жить. Давайте посмотрим, в каком стиле мы будем писать сочинение, стиль речи мы какой выберем, Жазира? Художественный. А почему ты решила, что художественный? Я думаю художественный, потому что как здесь художник изобразил. Угу. Только поэтому, что художник изобразил, поэтому художественный так? Потому что мы будем писать сочинение, смотря на картинку, и описывать все. И создавать. А дочь у нас закончила тоже педагогический колледж, пошла по стопам мамы.
Ну, если так говорить, у нас семейная династия. У меня мама тоже была учитель заслуженной России, Анна Ивановна Герман. И дочь пошла, поступила в педакадемию, тоже учитель начальных классов. Но самое главное, чтобы тебя близкие понимали, и чтобы твоя семья вся была с тобой рядом. Все приложится. Работа, дом, семья. Ну, все банально, а с другой стороны это все такие вещи. Когда это есть счастье. Да, на которых все держится. На 67-м международном кинофестивале в Каннах российский режиссер Андрей Прушкин представил свой новый фильм «Орлеан» – историю про жителей маленького алтайского села на берегу Соленого озера. По замыслу режиссера, «Орлеан» – это сплав мистического триллера с черной комедией, притча на грани фола, где высокое сочетается с низким. Ожидается, что фильм выйдет на экраны. А 19 сентября 1919 года, это уже в конце Первой мировой войны, Белочесский корпус возвращался к себе на родину в Чехию. И возвращался он по Транссибирской магистрали. И как раз на пути возвращению в наше село. И вот жители нашего села, узнав о приближении Белочесского корпуса, белогвардейцев, колчаковцев, они собрали жителей близлежащих сел, орлеанцы. Всю ночь пики делали в кузне, у кого какие, может, охотничьи ружья были. Ну и вышли навстречу вот с этим вооружением, вышли за село. Ну, понятно, против пулеметов и винтовок, как говорили старожилы по тому времени, бой был недолгим. 27 человек погибло наших жителей. Но факт тот, что орлеанцы не испугались и выступили, это еще раз подчеркивает, что героическое население жило и живет в нашем селе. С 1972 года я работал учителем. Вначале учителем физкультуры и трудового обучения, а потом учителем истории в этой же Орлеанской школе. Основной костяк-то орлеанцев, это ж выходцы с Украины были. И там, где земли богатые были, и когда приехали сюда и посмотрели, что здесь делается, то какая природа и какой суровый климат, многие вернулись назад. А вот те, кто остались настоящими сибиряками. А это человек, который ни на кого не надеется, живет своими силами, живет своей семьей. Труд в основе. Когда говорят, что им там в городе, они зашли в квартиру, и все. Им не надо идти, управляться или что. На сегодняшний день я скажу, неправда. Они трудоголики в городе.
И в деревне, если ты точно так же, если ты хочешь выйти на уровень машина, чтобы дети твои престижно учились, все точно так же держат хозяйство. Но только там есть выходные. Если у тебя хозяйство, у тебя выходного не может быть. Это труд тяжелый. Осень постучалась к нам золотым дождем, и с улыбой ласковым. Как? И с улыбой ласковым. Не пойму. И с улыбой ласковым. А что это за слово? И с улыбкой ласковой. С улыбкой ласковой. Солнечной. И с улыбкой ласковой. И с улыбкой. Не и с улыбкой. 49 лет назад я родилась в Барнауле, 22 года прожила. Оттуда замуж я вышла за своего мужа и приехала сюда. Какая-то романтика меня позвала, деревенская. И вот я по сей день здесь. Свадьбу гуляли тут, в Орлеані, на конях. Ну, сажали молодих, дружку і дружка. Вінок у мене був самодільний, не так, як зараз куплений. Ну, гуляли хорошо. Готували, звісно, не так, як зараз. Борщ, картошка, капуста. 3 дня гуляли. Зараз за один день все роблять, а тоді 3 дня. Уже до апреля доживемо, буде 51. Весной в 1961 году я попал в Орлеан. Здесь дали трактор, стал работать механизатор. В 1962 году уже на работе мы познакомились. Она работала поваром в столовой. Я работала і дояркою, і на току. Ну, усім. І співала вдома, і з дітьми. І ще другий раз і в клуб сходити. А зараз не співаємо. Ну, сейчас неплохо. Что сейчас? Мы плохо живем? Неплохо мы живем. Пенсию получаем. Ну, держим. Куры есть, там поросенок, теленок. Коровы нет уже. Уже сил нету с коровой возиться. В 1908 году, по воспоминаниям старожилов, на сходе граждан было предложено дать название селу Орлеан по настоянию одного из жителей, Господаренко, родственник которого жил тогда в Канаде, и говорил, что такой город в Америке есть, Орлеан, жителям понравилось. История не только из названия, а вот из людей, которые живут, да. Вот в наше село, я не буду кого-то умолять других, но вот мне кажется, самый трудолюбивый народ, это живет и жизнестойкий, жизнелюбивый народ, это в Орлеане. Вы представьте, воду достать, это надо в пределах 8-9 метров пробурить. Это в последнее время стали бурить скважины, а тогда, я помню, у нас дома мы копали руками. Вы представляете, 8 метров прокопать? Какая сложность была добыть эту воду? Или поливать соленой водой, или поливать пресной водой. То есть вы вот в Барнауле поливаете пресной водой, у вас все как на паре. А мы соленой льем, и вот он дождик. Вот он прошел, и все сразу, ух. И то, что у вас росло там 1,5 месяца, оно у нас вот за неделю, за 2 вот так вытягивается. Но это так редко бывает. Говорят, влияет соленое озеро рядом, что оно как бы соль же, как влагу отталкивает, ну все отталкивает, и влагу отталкивает. Вот эта суровость природы, вот сама жизнь, вот эти условия, они наносят отпечаток. Не урожаи это были постоянные, урожай раз в 10 лет был, а так проблемы они постоянно были. Поэтому то, что проходило дополнительно еще, оно как-то, мне кажется, больнее уже не было. Мы как жили, сложно было, так и жили.
молодежь не задерживается. Ищут работу вот где-то на стороне. Вот моего Шурина дети в город уехали. Да и мои же в городе, вот двое тоже в Москве. Мы жили при коммунизме. Сейчас говорят, коммунизм прошел. Богатых не было, это уже коммунизм был. Сейчас поделились, какие-то там богатые есть, бедные. Оно и в селе как-то тоже вроде ощущается это. Есть побогаче. Ну, кто больше как работает, кто как крутится. Кому-то можно сено накосить. Но городскому человеку это ни о чем не говорит. Но когда тебе давали сено, солому, ты знал, ты не украл ничего. А тут вдруг, и оно по сей день осталось, ты привилегированный, ты можешь накосить, тебе за это ничего не будет. А ты почему накосил, разрешения не спросил? Обмерить и на счет. Ну, то есть вот так деление пошло. Вот, например, утром скот выгонять. Вы знаете, какой праздник был? Все ха-ха, смеются, всякие новости, шутки. Но это вообще, это было целое действо. На сегодняшний день это выглядит так. Коров осталось уже мало очень. Я тебя ненавижу просто за то, что ты идешь рядом. Вот такой смысл жизни сейчас. Но вот эта энергетика вся на расстоянии чувствуется. Зависть вот такая появилась. По сравнению с тем солнечным временем. Сейчас, как говорят, самые дорогие деньги. Даже идешь, я так слыхал, самый дорогой подарок, вот когда несешь, это деньги. Все в деньги сейчас, ведь все в деньги упирается. Колхоз все равно, вот колхоз, оно, хозяйство коллективное, вот, как-то все равно они там вот лучше выживают, чем сами фермера. Наш фермер, он вообще развалился, урожая нету. А чего урожая нету? Раз урожая нету, денег нет. В общем, только что выживает. Наш фермер еще и ни гектара не убрал. А ведь уже вот осень подошла. Чтобы жить, надо работать. Кто трудится, у того и есть. А под лежачий камень вода не течет. Если раньше можно было на кого-то надеяться, там кто-то, какая-то фонд что-то там окажет помощь и содействие и все остальное, сегодня на это надеяться практически не стоит. И общаясь даже с детьми, разговор заходит о том, что кроме вас, о вас никто не подумает. Нет взаимопонимания. Внезапный гость хуже татарина, никто никому не рад сильно. А зависть, сестра завидует брату одному, другому. И даже при том, что хорошая семья, вот как бы благополучная. Я не хочу сказать, что люди здесь плохие, люди замечательные. Но они просто вот материальные блага пока ставят выше. А все вот это вот началось с какого времени? С перестройки. Раньше-то как-то уважение было, воспитывалось в детях. А потом дети стали говорить: ну ты прожил, что ты нажил? Ну что ты нажил? И, соответственно, бабушки, дети могли бабушке сказать, и все. И вот это пошло, неуважение к старшим. Это не они виноваты, это время, что вот везде сейчас вот это вот под себя. Любой ценой, любой ценой.
жили дружнее, конечно. Все одинаковые были. Сейчас денег много, может, а живут-то хуже. Я имею в виду, были организации, вот, комсомольская организация была, партийная организация. Они были построены на том, чтобы вот, с людьми работать. Я считаю, что нельзя без власти. Власть должна быть какая-то, потому что ведь оно все, как говорится, централизовано, все идет от центра, идет в низы, а снизу в центр идет. Все должно быть, как говорится, под руководством. А чем мы занимаемся? Вот поем, рисуем, танцуем, театральный кружок. Гимнастику делаем. Гимнастику делаем. А еще мы чем занимаемся? Зарядку делаем. Зарядку. А еще чем мы занимаемся? Рисуем мы, да? Мы не ругаемся, да? Мы знаем, что люди разные бывают. И что у нас разные национальности, а мы все равно все дружно живем, да? Да. И кто беднее одет, кто богаче, мы на это вообще внимания не обращаем. А если упадем, мы тоже не плачем, да? Мы терпеливые. Что еще мы делаем? Можно в селе остаться жить, можно. Но все уезжают. Вот клуб возьмем. Где интерес? Вот здесь, вы представляете, дискотека? Вы представляете? А молодежь же хочет, оно же молодость раз бывает в жизни. Они хотят получить вот то, что им положено в их 16, 17, 18 лет. Они этого не получают. И вот когда вот это вот маленько придет, вот городское что-то, вот в отдых, в досуг людей, кроме как компьютера и телефона. Культура, она везде нужна, не только в земледелии, но она должна и повсеместной жизни, повседневной жизни. Хочется, конечно, чтобы молодежь была, жила лучше, дружнее. Вот меньше было пьяных вот этих. Культура для чего? Отдохнуть человеку после работы надо. А где отдохнуть? Один идет отдыхать, чтобы нажраться, напиться, а другой идет, скажем, в клуб там на репетицию. Оно духовно как-то человека вот, освежает, что ли. У него настроение поднимается, не думает о том, что плохо будет завтра, думает о том, что будет завтра лучше. Как рассказывали очевидцы по тому времени, белогвардейцы просто ходили, и вот те, кто участвовал, их расстреливали, и просто люди прятались в погребах, вроде бы. Просто крышку, как говорили, открывает, и просто стреляли. Многих вот таким образом, чтобы, как в кинофильме показывают, поставили и расстреляли, я такого не слышал от старожилов. А как здесь было по тому времени не выступить, когда крестьяне только получили землю? А тут идут белогвардейцы свергать советскую власть. По тому времени, мне кажется, поступить жители нашего села никак не могли. Сегодня поменялись взгляды, поменялось отношение. И тоже можно с этим согласиться. В жизнь на месте не стоит. Что-то осталось из прошлого, что-то новое ввелось. Но как бы не говорили, а вот то, что было хорошим, его не надо забывать. Его надо брать в будущее. Раньше много было идеалов, сегодня их нет. Кому мы не поклонялись, а все-таки надежда должна быть о том, что должно быть добро прежде всего.
И человек должен верить. Господи, поможи. Господи, поможи. Господи, поможи. Отче наш, еси на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Вот хочется вот так, чтобы люди шли веселые, смеялись, вот улыбались друг другу, жили в гармонии друг с другом, с соседями, с Богом. Вот, казалось бы, такая ерунда, раздел территории. И из-за этого начинается война. Не такая глобальная, как, допустим, в Украине, а между соседей, например. Человек идет тебе навстречу, от злобы искажается лицо. И человек красивый по натуре становится безобразным. Тяжело. Я вас не призываю к вере, но когда я крестилась, мне попадается иконка, вот как в слюду запаяна, и там Пресвятая Богородица и слова «Да возлюбите друг друга». Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущий да нам днес, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Господи, поможи. Господи, поможи. Господи, поможи. Войны б не было, там вот сейчас на Украине заварилось, оно ведь тоже на нас отражается. Между собой бойня идет. Вообще я в душе оптимист. Вроде я оптимист. С оптимизмом смотрю. Будут жить. Мы же люди православные, вера. Церковь у нас, батюшка приезжает. В церковь я-то не хожу, а бабушка ходит. Может, мы еще к этому далеки. Не убежать надо, да, слушать, не оскорблять, не завидовать. Поддерживать надо друг друга. Вот. Меньше ссориться, а не ссора, она, как говорит, убивает человека. Всегда успокоит как-то, каким-то образом. Все. Мало. В жизни ведь всякое бывает, всякие казусы. И коммунисты ведь православные люди. In the morning.